Сегодня мы с вами разберем ликвидность и побуждение. И казалось бы, господи, да я же все знаю про эту ликвидность, а тем более какое-то еще побуждение. Даже у тебя вон картинка неправильная, а ты сейчас хрень какую-то несешь. Но если вы потерпите меня хотя бы 5 минут, я уверяю вас, на трейдинг вы взглянете совершенно по-другому. И вы забудете всю эту структуру, которую раньше рисовали. Вы поймете, почему же вас сносили по стоп-лоссу, когда, казалось бы, вы вошли в супер крутой ордер-блок. И первое, что я хотел бы показать, вот этот вот неправильный график. Неправильный, конечно, в кавычках. Почему? Немножко позже вы поймете. Первое, что нам необходимо видеть, то, что у нас идет шортовое движение, и мы идем для того, чтобы забрать нашу POI на старшем таймфрейме. То есть будем ожидать от нее реакцию. Первое, что мы видим с вами снятие вот этого вот минимума и оформление босса. В данном случае у нас будет две зоны, от которой мы будем ожидать точку входа в шорт. Первая зона и вторая. И в большом количестве случаев вы увидите то, что первая зона, она супер красивая. У вас будет супер идеальный ордер-блок, но по какой-то причине он будет либо свипнут, либо цена закроется выше и дойдет до следующего ордер-блока. И казалось бы, ну мы же сделали босс, у нас все красиво, у нас первый ордер-блок, у нас вроде и структура хорошая. Но вы упускаете одну маленькую суть. Рынком руководит не структура, рынком руководит именно ликвидность. И поскольку мы видим с вами, что в данном движении у нас есть только одно колено, у нас нет вот такого вот движения, то у нас есть одно движение вниз, соответственно, у нас ликвидности нет. И что же в данном случае будет являться ликвидностью? А ликвидностью будет выступать как раз наш максимум. И даже если вы видите супер крутой ордер-блок, даже если здесь прям, я не знаю, супер красивая свеча, после нее супер красивый имбаланс. Эта зона выступает Smart Money Trap. Это ловушка для трейдеров Smart Money. В нее заходить никогда нельзя. Она может иногда отработать, но в 95% случаев она будет либо свипнута, либо будет закрытие цены дальше, и цена пойдет до следующего ордер-блока, но здесь входить нельзя. Что мы видим дальше? Цена делает, допустим, свип нашей зоны и спускается ниже. Снова оформляет блок. И как видим, здесь у нас никакой точки входа нет. У нас одно колено, ближайшая наша POI будет находиться в данной области, но никакой точки входа у нас нет. Мы ждем дальше слом. И многие взяли бы и отметили босс вот здесь. Ну, мы же вроде как бы пробились, ну правильно, но это босс, все. Что мы будем здесь выпускать? В данном случае у нас не была снята никакая ликвидность. То есть в данном случае мы просто обновили минимум. Но поскольку мы помним, что маркетмейкер идет за ликвидностью, и здесь будет точно такой же красивый ордер-блок, и именно этот ордер-блок будет снят. Именно этот ордер-блок мы пробьем, заберем ваши стопы и пойдем потом вниз делать нормальный человеческий босс. В данном случае у нас будет данный ордер-блок выступать точно так же, как и предыдущий Smart Money Trap. Это будет ловушка для трейдеров Smart Money. В данном случае мы можем дойти до этого ордер-блока, можем не дойти. В данном случае здесь будет вот такого вот формата движения, супер коротенькие там на младшем таймфрейме, либо односвечная структура. И фактически, скорее всего, будет вот как крайняя ликвидность в данной зоне. Мы заберем эту крайнюю ликвидность, свипнем ее и пойдем ниже. В любой из ситуаций мы заберем хоть какую-то ликвидность. Какую ликвидность, мы посмотрим немножко дальше, когда будем на графике разбирать, и придем к пониманию, хватает ли маркетмейкеру ликвидности для того, чтобы пойти ниже. В данном случае ликвидности просто забрать данный хай не хватило, нужна была какая-то дальняя ликвидность, и мы ее забрали. Что же мы видим дальше? Перед тем, как оформить новый босс, мы видим с вами супер крутую трендовую линию. Ну, блин, казалось бы, идеально. При следующем подходе к данной зоне мы по-любому шортим. Но так подумает только тот, кто торгует технический анализ. Мы, как ребята Smart Money торгующие, будем умнее, правильно? Для нас же еще как бы, ну, блин, у нас же тут структура, мы же будем тут еще тоже шортить, получается. Блин. Это печально. Но суть в том, что да, у нас здесь будет ордер-блок, и я надеюсь, что многие из вас знают правила. После того, как мы подойдем к POI, у нас данный хай будет выступать как чок. Если у нас не было здесь никакой другой ликвидности, то данный хай будет выступать чоком. И ни в коем случае от него шортить нельзя. Что мы видим дальше? Мы видим дальше, что, скорее всего, здесь уже ритейл-трейдеры начинают шортить. Вот у нас хай, вроде уже крупный уровень, может быть, мы все-таки снимем ликвидность с него и пойдем в шорт. Ну тут стопудово шорт 1 к 6, и нас сносит одной свечой. Что мы видим дальше? Нас снесло одной свечой. Ну, казалось бы, ну тут по-любому надо лонговать. Цена вернется, но мы-то с вами жадные.
Мы с вами не хотим торговать 1 к 1 или не 1 к 2, мы же хотим зарабатывать, поэтому, естественно, мы стоп поставим куда-нибудь вот сюда. И мы еще поставим стоп так, чтобы наш стоп именно снесли. То есть не будет там стопа на, не знаю, хотя бы даже сюда. Реально, 1 к 1, это ж вообще ненормально. И то даже нас бы не забрало по тейку. Поэтому мы поставим стоп максимально куда-нибудь на линию, дадим чуть-чуть проскальзывания. Поверьте, вас хоть 1-2 пипсами ваш стоп заберет. И по итогу 2 убыточные сделки буквально за несколько минут. Что мы видим после этого? Казалось бы, все, я умный smart money трейдер, все отлично, пора идти в небо. У меня вырисовывается крутая структура, у меня снизу крутая трендовая линия, мы ее точно не пробьем. Мы предыдущую только с 3-го раза пробили, поэтому, по-любому надо лонговать. А вот здесь еще у меня пояс стоит. Давай-ка я поставлю стейк вот так, вот здесь у меня будет ордер-блок. И круто, почему бы не попробовать. И что мы получаем? А мы получаем то, что мы опять оказались в ловушке Smart Money. В данном случае данная точка у нас являлась первым стимулом. Это и есть инвестмент, от которого нельзя лонговать. Нужно его пропустить, дождаться реакцию. Дождаться либо пробой, реакцию на следующую POE. Мы видим здесь реакцию вниз, мы снимаем полностью всю эту трендовую ликвидность, идем к экстремальной POE, и от этой экстремальной POE идем вверх. Я еще немножко хочу забежать вперед. В данном случае, казалось бы, у нас может быть несколько POE. Первая, вторая. Вы очень часто это увидите, потому что если цена очень сильно хочет пойти вверх, она даст там 3-4 точки входа. У вас будет в данной зоне 3 POE. И вопрос, от каких POE здесь можно входить. Конечно, первое, что я бы хотел порекомендовать, это посмотрите видео про ордер-блок. Там расписаны ордер-блоки, от которых можно торговать. Здесь мы увидим с вами 4 зоны, и 2 из них будут ловушками. Первая зона ловушка — это вот это. Мы уже разобрали. Это первый стимул. Вторая зона является первым правильным ордер-блоком после нашего индасмента. Она является правильной. От нее можно торговать. Самая крайняя зона, она также является правильной, потому что она является крайним ордер-блоком. Если мы его пробиваем, мы меняем структуру. У нас здесь также тогда будет чок. И перед этой зоной всегда есть стимул. Точно такой же стимул, как и был в начале. От него торговать мы ни в коем случае не можем. Очень часто мы увидим, что до нашего ордер-блока цена не доходит. Она берет, свипает именно вот этот вот блок и резко улетает в небо, не придя к нашему ордер-блоку. Все будут кричать: у нас здесь был имбаланс. Мы отработали от имбаланса, мы отработали от 5% от имбаланса, 10% это все чушь. Мы отработали от ликвидности. Рынок торгуется только от ликвидности. Мы забрали крайнюю ликвидность и улетели в небо. Здесь мы забрали ликвидность и могли спокойно отсюда улететь в небо. Если бы маркетмейкеру хватило ликвидности в данной зоне, то есть мы увидели, что все стопы максимально перетянули сюда, и маркетмейкер, он знает, где ваши стопы. Он знает, сколько ликвидности за каждым пулом. Если ему хватило той ликвидности, которую он увидел здесь, он взял и улетел в небо. В данном случае ему этого не хватило. Он взял, спустился ниже и после этого полетел в небо. Но сейчас, чтобы не быть таким балаболом, давайте посмотрим, может, я нес чушь, а график говорит совсем про другое. И мы с вами рассмотрим часовой график по евро-доллару. Начнем вот с предыдущего хая, это апрель, 26 число. Здесь мы сделали с вами чок и пошли дальше. Первое, что мне бросается в глаза. Мне бросается в глаза, это супер крутая трендовая ликвидность. Если вы будете смотреть по графику трендовой ликвидности, вы вообще обалдеете. Обалдеете от того, как это круто отрабатывает, как это можно использовать в своей торговле, и как часто людей прям наказывают по этой трендовой ликвидности. Что мы с вами видим здесь? Мы с вами видим первое побуждение. После этого побуждения у нас идет правильно ордер-блок, но, к сожалению, здесь мы все прокатываем, потому что у нас есть супер крутая ликвидность сверху. После этой супер крутой ликвидности сверху мы доходим до экстремальной зоны и уходим вниз. После того, как мы ушли вниз, обратите внимание, когда мы поднимались, кстати, вверх, у нас тоже была очень красивая трендовая ликвидность. Вот она. Прям супер крутая трендовая ликвидность. Здесь прокатили всех 2 раза. Первый раз прокатили, получается, лонгистов, которые хотели от этой трендовой ликвидности пойти в лонг, да, то есть, скорее всего, они куда-нибудь сюда ставили стоп. Мы ж в небо летим, видите, какой импульс. Поэтому надо лонговать, а после того, как мы пробились вниз, мы же закрепились, тут такие, посмотри, какие полнотелые свечи. Давай-ка теперь шортить. И пошортили. Нашортили так, что сразу же следующей свечой их закрыли в стоп.
Поэтому всегда обращайте внимание на трендовую ликвидность. Что мы видим дальше? Мы видим дальше вот эту трендовую ликвидность. 4 раза ударились. По-любому здесь будет все круто. Что мы видим? Мы видим с вами, что? То, что мы сняли побуждение. Видите, первый правильный откат. В данной зоне у нас было движение 1, 2, 3, 4, 5. Это внутреннее движение. Мы снимаем вот этот откат и идем вниз. Давайте посмотрим, может здесь еще... Нет, у нас был корявый ордер-блок, поэтому здесь ничего такого нет. Вот эта большая свеча, она и есть ордер-блок. А для того, чтобы научиться правильно отмечать ордер-блоки, обязательно смотрите видео в описании. Смотрим дальше. Мы сделали босс. После того, как мы делаем босс, для того, чтобы отметить следующую точку, нам необходимо сломать стимул. Где у нас здесь есть хоть какой-то стимул? Хотел бы обратить внимание, перед тем, как мы будем сейчас отмечать стимулы, что внутренние свечи, они не идут за правильный откат. В ближайшее время я сделаю видео про правильный откат, из которого вы лучше поймете, как это работает. Итак, смотрим с вами, где здесь правильное движение, правильные откаты. Так вот у нас идет правильный откат. И мы видим, что это первый раз из всех разов мы сняли именно этот правильный откат. Что мы видим с вами дальше? Здесь, поскольку у нас, давайте я это уберу, IDM у нас будет находиться вот здесь. Получается, в данном случае у нас есть несколько зон, от которых можно отрабатывать. Это вот эта вот свеча, это вот этот вот order flow, и это вот этот вот order блок. И, как мы с вами видим, это правильный ордер-блок, от которого мы отработали. Для того, чтобы понимать вообще, хватит цене ликвидности или нет, давайте подумаем, по какому принципу в данном случае вы бы ставили стоп. Допустим, вы вошли в позицию, где-нибудь здесь, вам прям повезло, и когда цена пробивает этот минимум, скорее всего, вы бы стоп перетянули сюда. Когда мы пробиваем вот здесь минимум, вы бы стоп перетянули сюда. Когда мы пробились еще ниже, скорее всего, стоп перетянулся бы сюда, да? Но когда мы уже прошли сюда и вроде обновили минимум, в большей вероятности вы стоп бы поставили сюда, не сюда. Сюда навряд ли вы бы что-то поставили, да? То есть, и исходя из этого, мы понимаем, что большая часть трейдеров поставила свои стопы куда-то в эту область. И с очень маленькой вероятностью отсюда вы полетите прямо в шорты. Либо уже маркетмейкер накушался так, что ему больше не нужно ничего, либо вы увидите вот такую вот свечу, и очень часто именно такая свеча резкая с большим откатом говорит о том, что мы пойдем вверх. Если ее не забрали, вот видите, как здесь, хотя бы 50% ее после этого скушали, скорее всего, мы пойдем после такой свечи дальше вверх забирать. Что мы видим? Мы забрали часть ликвидности, показали, что мы сейчас пойдем вниз, все тут залетели в шорты, после чего мы плавно пошли вверх, забрали крайнюю ликвидность. Видимо, маркетмейкер уже понял, что здесь стопов особо нет, поэтому пошел ниже. И при этом нам это помог еще и определить ордер-блок. Смотрим дальше. После того, как мы вот здесь сделали босс, мы ищем после босса следующий правильный стимул. И правильный стимул, правильный откат у нас будет вот на этой свече. Рисую в эту сторону, потому что там не особо сильно видно. То есть мы видим с вами здесь трендовую ликвидность. Видите, как у нас здесь нарисовано 3 свечи, вот наша трендовая ликвидность. Давайте увеличу. Вот, 1, 2, 3. Супер. Эту ликвидность мы забираем. Видимо, здесь цене всего хватило. И валимся отсюда вниз. После этого мы можем ставить точку после того, как IDM сняли. Дальше мы ставим точку верхнюю, как сделали новый босс. В данном случае мы забираем этот босс. Этой свечой мы босс не оформили, этой нет, а вот это уже сделало настоящий босс. Идем дальше. Видим здесь слом структуры, ищем следующий правильный откат. Следующий правильный откат у нас будет уже вот здесь. Я очень хочу, чтобы вы научились искать на графике правильные откаты. Это очень сильно поможет вам правильнее понимать и рисовать структуру. Когда мы сделали слом правильного отката, дальше мы ищем нашу ликвидность. Первая ликвидность у нас находится вот здесь. Мы ее снимаем, и, казалось бы, все, тут у нас надо уже искать какой-то ордер-блок, но, если честно, у нас тут особо ордер-блока и нету. У нас в данном случае есть только ордер-флоу, вот это движение, и правильный ордер-блок у нас идет только вот здесь. Так вот идет правильный ордер-блок. По-хорошему, я бы, конечно, для себя еще отметил, что у нас вот здесь вот заканчивается первая ликвидность. Обратите внимание, очень часто цена собирает, вот мы видим, что здесь есть имбаланс, да? Посмотрите, вот здесь вот есть имбаланс. Цена берет, доходит до этого имбаланса, то есть забирает вот эту ликвидность. Она, как видите, тоже нарисована трендом. То есть вот здесь вот у нас на меньшем таймфрейме есть трендовая ликвидность. Вот мы ее забираем,
закрываем этот имбаланс первый по движению получается, и после этого идем вниз. Самое главное, что данную зону мы нашли в order flow. У нас есть order flow, поток ордеров, и здесь у нас есть какая-то трендовая ликвидность, которую мы забрали. Да, мы можем дойти до экстремальной POI, но уже в данной зоне мы обязаны искать точку входа в шорт. И очень часто в моих сделках вы увидите, что я могу, казалось бы, для вас в воздухе входить в позицию, когда у нас непонятно, где точка входа, а по факту она на самом деле очень сильно понятна. Итак, мы делаем босс и ищем следующий откат правильный. Следующий правильный откат находится вот здесь. И я перед тем, как отметить откат, покажу вам, что вот здесь вот у нас есть не что иное, как супер крутая ликвидность. Пример, который я сегодня вам рассказывал, вот очень идеальный ордер-блок. Ну, прям идеальнее, мне кажется, его вообще не придумаешь. Посмотрите, какой он супер крутой. Господи, это надо какую-то рамку вешать. То есть у нас есть свеча, которая собрала, это называется свеча скоп. Она собрала ликвидность предыдущей, но что она не сделала? Если бы эта свеча сделала вот так, сняла ликвидность предыдущей, скорее всего, от этой точки можно было бы шортить. Но поскольку мы еще оставили после себя ликвидность, это, кстати, то, что я вам сейчас рассказал, в закрепленном видео внизу про ордер-блоки. Можно ли входить от этого ордер-блока или нет? Но здесь у нас снятия ликвидности не было, поэтому что? Поэтому это ловушка, это IDM, и у нас цена, видим, свипает эту ликвидность и валится вниз. Мы получаем новую точку и точку на шорт. Ищем дальше. Здесь мы видим тоже крутой ордер-блок. Смотрите, какой он красивый. И я очень часто оставляю именно экстремально правильные ордер-блоки. Почему? Посмотрите немножко позже. Ищем дальше. Ищем дальше откат. Вот наш откат. Вот наше побуждение. Вот наша ликвидность. Мы видим с вами, как идеально цена забирает ликвидность. И ей на самом деле... Так, здесь есть вообще ордер... Нет, здесь нету никакого ордер-блока. У нас просто есть трендовая ликвидность какая-то. Вот, кстати, насчет трендовой ликвидности. Смотрим. Идеальная трендовая ликвидность. И что мы видим? Казалось бы, ну тут пора шортить. Тут тоже, наверное, пора шортить. И шортили же, а? Шортили, и их сняли все эти стопы. А потом что мы видим снизу? Снизу мы видим тоже ликвидность. И казалось бы, ну пора лонговать, но раз мы тут шортили, то тут пора по-любому лонговать, по-любому полетим куда-то в небо, хотя бы заберем вот эту точку. Но по факту нет, по факту мы полетели вниз. Здесь мы снимаем эту ликвидность и идем вниз. Наши следующие точки структурные. После этого вот у нас откат, вот у нас точка, вот наш правильный откат. Ну вот тоже красивый ордер-блок. Казалось бы, ну блин, ну надо шортить. Нет, мы забираем еще ликвидность, да, то есть мы видим, что цене не хватит... еще смотрите, что у нас было. У нас здесь еще и трендовая есть. Супер. Вот, трендовая ликвидность. Нам не хватило цене вот этой ликвидности. Мы забрали еще и верхнюю, пришли в экстремальную точку. Хотя здесь особо и не найдешь экстремальную зону. Ну, мы просто забрали эту ликвидность, на самом деле. Очень часто будете видеть, когда просто забираем ликвидность, типа в непонятном месте, и валимся ниже. Итак, валимся ниже. Здесь у нас появляется еще одна точка. Был босс, вот наша точка, вот наш стимул. Мы забираем стимул, делаем чок. Здесь у нас чок, смена характера. И сейчас мы ищем следующую точку в лот. Но что мы видим? Если оставлять вот эти хорошие, красивые блоки, мы видим, что очень часто их видят и другие трейдеры. Да? То есть мы-то с вами его рассматриваем просто как зону, от которой, возможно, получим реакцию какую-нибудь небольшую. И что мы здесь видим? Мы в данной зоне видим, что мы получили IDM, да, побуждение наше, и дальше мы как бы отмечаем наши зоны. Вот наша крайняя POI. Так, нет, неправильно, вот наша крайняя POI. Сейчас давайте подотру график, потому что немножко уже... Или нет? Нет, все правильно. Вот наша крайняя POI. Здесь у нас крайняя POI. Да, не крайняя POI, а первая POI, от которой мы получили движение. Вот. И все. То есть вот зона, от которых мы можем работать. Что мы с вами видим? Мы с вами видим, что цена здесь постоянно двигает, постоянно сбивает какую-то ликвидность. Соответственно, здесь мы видим реакцию цены, и первое наше понимание, что поскольку очень уж короткие IDM, данная зона может использоваться для того, чтобы мы шортили. То есть это не панацея, что именно отсюда мы должны шортить. Нет, здесь просто так получилось, что в данном графике мы пришли к какой-то крутой POI, которую видят все, и от которой началась реакция. И если вы думаете, что это полная фигня, то пересмотрите это видео еще раз, попробуйте сами нарисовать это все на графике, найти побуждение, найти правильные откаты, посмотрите видео обязательно про ордер-блок, и вы будете прибыльнее, чем были до этого. Пока.